короткий трек до корабля Рио. Экстремал какой-то. Зимой во время шторма. Спуск к кораблю. Тут трапик. Порт приписки. Ломе. Ну прощай, Рио. Пообедали и сейчас отправляемся на поиски новых приключений. Мама, куда мы отправляемся, мама? Мы отправляемся Громче. к кораблю, выброшенному на берег. Да, мы отправляемся на поиски затонувшего корабля. В районе Кабардинки лежит сухогруз Рио, выброшенный на скалы зимней борой. Сейчас мы его будем искать. Ну вот мы начали наш короткий трек до корабля Рио. На улице Мира, возле памятника погибшим во время катастрофы теплохода «Адмирал Нахимов», есть дикая парковка. На ней оставляют машины и потом по горной дорожке поднимаются над морем, и над морем идут в поисках затонувшего корабля. Главное в лес не сворачивать. Змеи ядовитые. Крабики на выпасе. Клешнями своими. Цок-цок. Давайте, давайте. Дай бог вам всем в их 90 лет вот так вот резво. Цок-цок-цок. Вот и развилка вчерашняя. Трек уходит в Голубую бухту налево. Вот разметка, маркировка. А нам прямо вот туда. Дорога из Кабардинки. Поворот налево уходит на объект прямо туда. Указатель нам показывает, что это именно туда. К выброшенному на скалы кораблю Рио. Дорога постепенно поднимается в горку и упирается в очистные сооружения над берегом моря. Огибать их надо с левой стороны. Ну, в общем-то, следуя за дорогой. Крабики. Молодцы, крабики. Крабики отдыхают, выводят пульс и давление в норму. Да. И шлаки из организма. 1500 на 1800. Дорога сверху начала спускаться в щель, и снова появилась такая тень. Идем по грабовому дубовому лесу. Крабики цокают. Ага, только теперь не медведь, а ядовитые змеи. Это экстремал какой-то на старости лет. Вода приближается. Батарея садится, да?
Ну вот мы и добрались до того места, откуда видно уже, прекрасно видно этот сухогруз Рио, который затонул здесь зимой во время шторма. Дула бара, и его сорвало с якорей и вынесло сюда, на скалы, под берег. На мысе Даоб, это вот он справа от меня, мыс Даоб, а это Цемесская бухта, и там, на том берегу бухты, Новороссийск. Ну, спуск к кораблю такой. Бабулек мы оставили. Есть тут где поскользить. Ходим, в общем, траверсом. Так, и эта батарейка разряжена. Говорят, что экипаж до сих пор живет там на судне, несет вахты и сторожит его. А это вот у них тут трапик. И даже к нему площадочку уже сделали удобную. Вот там и винт, видел? Каждая лопасть у винта с филю размером. На корме название Рио и порт приписки Ломе. Ломе — это столица республики Того на берегу Гвинейского залива. Там и зарегистрирован был контейнеровоз Рио. Ну, он и, собственно, сейчас там зарегистрирован тоже. Его надо отсюда снимать, но это стоит больших денег. Хозяин пока что размышляет. Мы искупались. Это был прекрасный бонус за трудную дорогу сюда и аванс за еще более трудную дорогу обратно.
Нам лезть вот туда наверх. Ну, а мы пошли обратно. Нас ждет трудный подъем наверх. Похоже, что здесь дорога гораздо проще, чем там, где нас джипер послал. Катамаранчики приплыли на катамаране. Народ лагерем стоит. Где воду берете? Да, серьезно? О, повезло. Места тут шикарные, конечно. Ну, кто-то надежно припарковался, отсюда не уедет. О, сколько тут народу. Вся щель забита отдыхающими. Ну, тут гораздо лучше тропа. Да, джипер нас, конечно, обманул. Спрашиваю ребят, выйдут ли без лебедки. Они говорят, я не знаю, первый раз попробуем, посмотрим, там видно будет. Слушайте, что, говорит, сбегаем за лебедкой. Или здесь бросим. Мои исследователи нашли затонувший корабль. Теперь с чувством выполненного долга поднимаются домой. Ну, прощай, Рио. Надеюсь, к будущему году тебя уже отсюда вывезут, спасут, поставят на воду и отправят бороздить моря. Тяжелое испытание, да, Филь? Воды? То, что мне надо, это воды. Ну, позвони бабушкам, чтобы далеко не уходили. В сумеречном лесу возвращаемся домой. По дороге с облаками. Эй, крабики, помашите мне рукой! Вы все счастливы, крабики? Просто дети капитана Гранта. Остров Тобор. И сверчки. На военных объектах вечно какие-то сирены играют, тревоги какие-то. А потом наступает волшебная тишина, пока очередной джип не проедет, правда. А это Новороссийск и Цемесская бухта. Мне, конечно, очень хочется в это верить, но это очень похоже на зеленый луч.
Отель Надежда гуляет, аниматор зажигает. А мы закончили наш поход. Мам, закончен наш поход. Какая радость тебя ждет по возвращении? Не знаю. Я увижу наконец-то моего котенка и мою кошку. О, отлично. Так хочешь, чтобы дома еще был арбузик. Оля, А я бы сходила бы купаться сегодня. еще? Леня? А я арахис поем. А я тоже очень хочу арбуз. Арбуз, мы уже идем.